Всем привет! Ну, наконец-то морозы отпали. Сегодня уже плюс. Ну, погода, конечно, не летная, сильный ветер, временами снег. Но за это время собралось много важной работы. Нужно успеть сделать. Послезавтра опять холода возвращаются. Не мешало бы и в город съездить за кормами. Сегодня уже комбикорм закончился, а зерна там осталось буквально на несколько дней. Ну, в принципе, это может и подождать, и в мороз могу съездить. А в первую очередь хочу у кроликов почистить. Я у них уже практически месяц не чистил, так собралось там много. Ну, изначально из-за того, что крольчихи должны были кролиться перед Новым годом, ну а потом холода настали. Ну вот и все, теперь несколько недель можно не беспокоиться об этом. Практически 7 тачек вывез, вон какую пирамиду Хеопса наложил. Я им до этого где-то раз в 7-10 дней чистил, а сейчас практически месяц не убирал. Так у некоторых уже такой слой набрался, что начинали в кормушку зерном закидывать. А сегодня повезло с погодой, мороз отпал, так можно было выбрать это все. А так одним все коржом было замерзше, точно бы рады не дал. Как сегодня погода сильно переменчива. То солнце, то снег, сейчас вообще он штормит начало. Я покажу еще маленьких крольчат. Уже глазки подкрывали, начали из гнезда вылазить. Они сейчас отдыхают, как раз тихий час после обеда. Вон там копошатся в гнезде.
уже пушком обросли, понемногу вылазят. Ладно, пусть спят. Пока не вернулись сильные холода, снова продолжаю изготовлять рамки. Ну, все необходимое количество планок я уже подготовил. Осталось только разделитель Гофмана вырезать. Это работа на несколько часов. А потом, походу, придется закинуть это дело. По планам у меня было дальше сбивать рамки. Да вот только... Сбив две на пробу, оказалось, что они немного хрупковатые. Мои скобы коротковатые. Заказал еще в середине декабря 35-е, да вот только они всю доставку откладывали. Но думал, скорее всего, из-за праздников, за пара там, да и еще и погодные условия были не очень благоприятные. А позавчера смотрю, так они вообще доставку отменили. Заказал повторно, теперь придется ждать 2 недели, если довезут. Теперь нужно будет придумать, чем занять все это время. Ну, если, конечно, погода будет позволять. А не мешало бы ускориться. До того момента, как выйдут пчелы из зимней спячки, осталось где-то около 3 месяцев. А еще работы сколько предстоит. Нужно позбивать рамки, натянуть проволоку, изготовить вощину навощить, изготовить улья. А ближе к весне там и другой работы подвалится. Так что философствовать некогда, нужно работу работать.
Ну вот, с подготовкой плана для рамок закончено. И пока я их допиливал, кажется, придумал, чем можно заняться, пока гости придут. Это ж получается, что мед, когда вытрясают из рамок, то он быстро кристаллизуется, густеет. Ну, не портится, но зато теряет свой товарный вид, так как большинство-то хотят покупать свежий мед. А так как у меня еще нету наработанной клиентской базы, то вряд ли я успею его быстро распродать, пока он не закристаллизуется. Помните, когда я весной нашел улей полный меда без пчел? Так он же в сотах оставался свежим практически до конца лета, пока я его не съел. В рамках-то оставлять не будешь, потому что придется их тогда делать раза в два больше, а я еще с этими до конца не справился. Так вот, думаю, из остатков сделать боксики, в которых мед будет храниться в сотах. Ну вот, такие вот маленькие боксики. Их вставлять в рамку, отправлять пчелам, а они там уже заложат мед, сделают соты, а потом просто подоставать из рамки и так хранить сразу в боксике. Ну вот только что это нужно еще подумать с размерами, чтобы плотненько все входило. Не разгружал вчера, поздно домой приехал, да и не было необходимости. Дома еще на раз кроликам дать оставалось, хотя думал вчера, что вообще останусь без кормов. Собрался ехать в город, а двигатель еле проворачивается. Вроде бы и мороз был только минус 10. Ну, до этого сильно морозило, а последний раз заводился перед Новым годом.
В итоге не завелся, аккумулятор разрядил практически в ноль, да и замерз сильно. Пошел домой греться, стал искать номера, кто продает корма. Нашел, из соседней области привозит к нам на рынок по субботам. Позвонил, сказали, вроде доставляют, но вот ко мне ехать отказались. Круг вроде небольшой, километров 12 всего лишь, но сказали, что дорога плохая. Расстроился, взял штатив, чтобы рассказать вам о своей беде, а машина взяла и завелась. В итоге поехал быстренько в город, поделал практически все дела, что запланировал. Когда покупал корма в магазине, спросил, оказывается, у них тоже есть доставка по району. 2 раза в неделю, да еще и бесплатная. Раньше как-то не додумался спросить. Заехал посылку забрать, поговорил с администратором, а оказывается, у них тоже курьер есть. Ко мне провезти рублей 10 будет стоить, но я на бензин-то больше трачу, да и практически полдня уходит на поездку. Теперь получается, что вообще могу из деревни не выезжать. Все будут привозить. В продуктовую вчера не заезжал, уже темнелось, думал, доставкой сегодня закажу. А вот снег за ночь выпал, походу придется подождать, пока дороги почистят. Экстремальные погодные условия выявили проблемы, к которым был совсем не готов. Ну, с машиной это само собой, сам виноват. Думал же забрать аккумулятор в дом перед морозами, да вот что-то забыл и чуть проблем себе не создал. Дом, как оказывается, тоже не готов к таким холодам. Большие теплопотери, пришлось печь почаще топить. Ну и желательно на такой случай дров иметь как минимум раза в 2 больше. С кормами тоже доставка вроде бы и есть, да вот желательно иметь резерв минимум на месяц на всякий случай. Ну, хранить, конечно, негде. В доме могут и мыши попортить, ну, шаду посторожит. Зерно и комбикорм не боятся-то холодов. А вот, как оказалось, овощи хранить негде. Когда был мороз минус 25, то залез в варовню. Запасов-то там было немного. Яблоки да 2 мешка картошки, но жалко. Да тут тоже я сам сморозил. Можно же было укрыть, да вот не думал, что залезет.